Здравствуйте. И сегодня должны будем посмотреть на правление Ивана Грозного. Но прежде чем говорить об Иване Грозном, мы должны закрыть еще одну тему. Мы с вами много раз говорили о Великом княжестве Литовском. Название литовское не должно вводить в заблуждение. В этом княжестве говорили по-русски. И Великое княжество Литовское, это, в общем, был такой альтернативный путь русского развития, так же, как Новгород. И поскольку Москва постоянно сталкивалась с Литвой, имеет смысл посмотреть, а что это такое было княжество, Великое княжество Литовское, с которым Москва выясняла отношения почти 300 лет до Ливонской войны, ну и потом, в конце концов, выяснила. Значит, записываем синопсис темы. Великое княжество Литовское, литовские племена, Миндовг, в скобочках 1230-1263, 30-й, потому что мы точно не знаем даты, когда он вокняжился. Вообще, как я вам уже говорил, все даты до 16 века, точнее не все, по очень многим датам нужно ставить вопросительный знак, потому что хронология очень недостоверна. Гедимин, 1316-1341 год. Кстати, в русских дворянских книгах начала 20 века треть русского высшего дворянства была Гедиминовичи. Гедимин, 1316-1341. 1339 год, неудачная попытка ордынцев и калиты взять Смоленск. С красной строки Ольгерт и Кейстут, в скобочках 1344, косая черта 45-1377. С красной строки объединение Литвой западно-русских земель. Битва у Синих вод, 1362. Походы на Москву, 1468, 71, 72. Кстати, а кто смотрел старый польский фильм «Крестоносцы»? Это фильм самого начала 60-х годов. Что, никто не смотрел? Очень рекомендую, есть в сети. Посмотрите, очень неплохо сделан. Это о Грюнвальдской битве. Ну, естественно, там сделано, сказать, с большой любовью к Польше, это по роману Сенкевича «Крыжовцы», «Крестоносцы». Я очень-очень рекомендую. Вообще рекомендую вам Сенкевича почитать. У него интересные исторические романы. Ягайло, в скобочках, Владислав II. Ягайло, он был по литовской линии, а по польской Владислав II. В скобочках 1377-1434. Союз с Польшей, 1385. Крещение Литвы по католическому обряду, 1387. Витовт, 1392-1430. Битва на Ворскле, 1401 год. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, когда говорили о Московском княжестве при Василии I. Это та самая битва, где погибло очень много героев сражений на Куликовом поле. Польско-литовская уния, 1401. Правление Витовта – пик могущества Великого княжества Литовского. Можно сокращать ВКЛ, Великого княжества Литовского. Правление Витовта. Отношения с Тевтонским орденом. Битва при Грюнвальде, 1410 год. Кто помнит из прошлой лекции, как эта деревня называется по-литовски? Грюнвальд, зеленый лес. Помните, я вам еще говорил, что так называется самый знаменитый баскетбольный клуб Литвы? Мы все учились. Жальгирис. Жальгирис. Грюнвальд. Зеленый лес. Жальгирис. Междоусобная война 30-х годов 15 века. То есть не только междоусобица была в Москве, но и в Литве. Междоусобная война, кстати, в это же время была междоусобица в Золотой Орде, то есть это была такая эпоха междоусобиц. Междоусобная война 30-х годов 15 века. С красной строки Казимир Егеллончик, 1440-92. Сигизмунд I Старый, 1506-1548. Сигизмунд II Август, 1548-1572. Генрих Валуа, 1573-1576. А Генрих Валуа, у вас, сказать, какие ассоциации возникают? Ну, это
Понятно, что не китаец. Вот. А с какими произведениями литературными возникает ассоциация? Где у нас фигурирует Генрих Валуа? В трилогии одного известного французского автора. «Королева Марго, графиня Монсоро, 45». Это трилогия Дюма. Вот этот Генрих Валуа, который потом вернется во Францию, он 3 года побывал польским королем, а потом все бросил и вернулся назад. Стефан Баторий, 1576-1587. Стефан Баторий – это один из 3 героев традиционных Польши. У поляков 3 героя. Это Стефан Баторий, Ян Собеский – это поляк, который, в общем, сыграл решающую роль в разгроме турок под Веной в 1683 году, и Юзеф Пилсудский – это уже 20 век. Вот эти 3 человека для поляков – это символы их государственного могущества. Литва и Москва в конце 15-го, начале 16 века. С красной строки. Административное устройство Великого княжества Литовского. Ослабление власти великого князя, в скобочках, с начала 15 века. То есть Великое княжество Литовское и Москва развивались в противоположных направлениях. Здесь, в Москве, власть великого князя, а потом царя, усиливалась, а в Литве она ослаблялась, ну и, в конце концов, дошла до совсем-совсем слабого положения. Значит, привилей, так назывались документы, то есть это связано с привилегиями. Привилеи 1447-го. С каждым привилеем шляхта вырывала все больше прав для себя у верховной власти. 1447-го, 1492-го. Первый и второй литовские статуты. Это очень важные документы. В скобочках 1529-1566. Паны Рада, Рада с большой буквы, Паны Рада. Великий Вальный Сейм, Вальный с большой и Великий с большой буквы. Великий Вальный Сейм. Сеймики повитовые, Нам Великое княжество Литовское важно не только с точки зрения самого этого княжества, потому что это часть русской истории, но Великое княжество Литовское – это то, во что могла превратиться Россия, если бы не было опричнины Ивана Грозного. Сеймики повитовые, областное управление, реформы 1564-66 годов, магдебургское право в городах. Литовские города управлялись, так же как и польские, на основе магдебургского права. Магдебургское право в городах. С красной строки аграрная реформа 50-х годов XVI века. И с красной строки Великое княжество Литовское и Московское княжество – альтернативные варианты развития. Значит, вот это синопсис нашей темы. Ну, теперь давайте пойдем по нашему плану. С давних времен у Балтийского, или как его называли, Варяжского моря, по нижнему течению Западной Двины, по Неману, жили литовские племена. Это Корсь, Жемайты, Литва, Етвяги, Пруссы. Пруссы – это было балтославянское племя. Они были язычниками и в XII веке находились примерно на том уровне развития, на котором славяне находились где-то в веке в IX, начале X века. К началу XIII века под давлением Тевтонского и Ливонского орденов все племена, кроме Литвы и Жемайтов, оказались по Неману и его притокам. И вот эти 2 племени, Литва и Жемайты, чтобы выжить под давлением тевтонов, вынуждены были объединиться вокруг военного вождя. Это был племенной союз, это никакого отношения к феодализму. Даже в наших учебниках до сих пор пишут, что это было раннефеодальное, там, сказать, феодализмом и не пахло никаким. Это было племенное объединение, и возглавил его военный вождь по имени Миндовг, или литовцы его называют Миндауговскас. Став великим князем, Миндовг тут же начал давить на соседние территории, прежде всего на Псков и на Новгород. В принципе, он довольно быстро объединил те земли, которые раньше относились к Полоцкому княжеству, это западно-русские земли. И в 40-е годы XIII века
Литовское княжество включало в себя восточную часть современной Литвы, Аукшайтию, восточную часть современной Литвы, и Черную Русь, или Новгородскую, не Новгородскую, а был такой город Новгрудок, Новгородскую землю. Русские земли обращались к литовским князьям за помощью как против ордынцев, так и против немцев. С 1316 по 1341 год в Литве правит человек, который дал название всей династии – Гедимин. Гедиминовичи отсюда. Гедимин. В литовских грамотах он назывался «Rex Litvinorum Rutenormkve», то есть «князь литовский и русский». В делопроизводстве господствовал русский язык, при дворе господствовал русский язык. Православных, правда, было мало, в основном литовцы были язычники, но говорили они по-русски, то есть это были западно-русские люди. Литовские князья женились на русских княжнах и, повторяю, нередко, хотя далеко не всегда принимали, православие. Можно говорить о славянизации правящей династии, Миндовг крестился, но дело в том, что для Миндовга, как для политического деятеля, в принципе, ему было совершенно все равно. Католичество, православие, все определялось политическим выбором. Значит, он очень легко, для них этот выбор был очень-очень легким. Например, нужно было с Римом подружиться, значит, нужно принять католическую веру. Раздружились с Римом. В 1261 году Миндовг отрекается публично от католичества и возвращается в языческую веру. Миндовг очень успешно воевал с Тевтонским орденом. Он разбил их в 1261 году в озеро Дурбе. Однако осенью 1263 года его убили враждебные ему князья, которых поддерживали крестоносцы. Эти князья составили заговор, воспользовались раздражением нескольких людей из ближнего окружения Миндовга. У одного из своих ближних людей он отобрал жену, был составлен заговор, и его убили. Впрочем, очень быстро расправились и с заговорщиками. Их конюхи Миндовга тоже зарезали, и началась борьба за власть. Большую помощь потомкам Миндовга оказали славянские земли. В принципе, нужно сказать, что в XIV веке и Великое княжество Владимирское с центром в Москве, и Литва выступали с одной программой – объединение русских земель. Причем Литву поддерживала Тверь. Москва, как вы знаете, ориентировалась на Орду, и здесь вот развернулось это противостояние, которое стало очень острым во второй половине XIV века. После 30 лет междоусобиц, последовавших за смертью Миндовга, у власти оказался князь Витенес, ну а затем, как я уже сказал, по-видимому, его брат, точно мы не знаем, Гедимин. Гедимин княжил четверть века, он широко раздвинул границы Великого княжества Литовского, и для этого он использовал абсолютно все. Династические союзы, союз с папой, когда нужно. Он даже готов был ввести католицизм в Литве, но против этого выступили и литовское языческое, литовское, и язычники, и православные. В 1341 году Гедимин умирает и делит свои владения между 7 сыновьями. Великим князем он назначил младшего сына Явнута, однако тот оказался слабым правителем, княжество быстро раздробилось, и 2 брата, Ольгерт и Кейстут, запомните эти имена, Ольгерт и Кейстут, 2 брата, сместили Явнута и стали вместе править. То есть формально великим князем стал Ольгерт, но де-факто они правили оба. Это вообще редкий случай в истории среди королевских семей, когда братья ладят хорошо друг с другом, никто никому не подсыпает яд, никто не присылает наемных убийц. И вот этот период правления Ольгерда и Кейстута это очень важный период в истории Великого княжества Литовского, и нужно сказать, что Ольгерд Гедиминович – это один из важных деятелей русской истории, потому что, повторяю, до 80-х годов XIV века Великое княжество Литовское до постепенного окатоличивания – это часть русской истории. Ольгерд
собирался креститься, даже получил молитвенное имя Александр, но на этом все остановилось. Официального крещения он не принял, то есть крестили его уже незадолго до смерти. И он удовольствовался положением катехумена. Катехумен – это человек, который готовится к крещению и имеет право присутствовать на церковной службе. То есть Ольгерт сделал политический шаг в сторону православия, но чтобы оставить себе пространство для маневра, дальше не пошел. Ну, то есть остался катехуменом. Начиналось княжение Ольгерда очень неудачно. Сначала он потерпел поражение от крестоносцев, ну и после этого Ольгерт и Кейстут занялись дипломатией. Они поняли, что удар по крестоносцам нужно хорошо подготовить дипломатически. Они урегулировали отношения с Польшей, заключили союз с Тверью и решили, что вот крестоносцы подождут, а сейчас сначала мы будем давить на восток. Давление на восток – это прежде всего давление на Москву. И Ольгерт трижды ходил на Москву, но все три похода были неудачными. Связано это было с очень простой вещью. В Москве уже отстоялась своя система, для которой вот эти литовские порядки и литовская система власти была чуждой. Кроме того, за Москвой была Орда, и хотя в 70-е годы XIV века отношения Орды и Москвы были напряженными, тем не менее вот у Ольгерда ничего не получилось. В 1377 году Ольгерт умирает, и вот то политическое равновесие, которое было в Литве, сломалось. Великим князем становится старший сын Ольгерда от Тверской княжны Ягайло. Он один из главных героев романа Сенкевича «Крестоносцы». Ягайло очень долго был язычником. Он полагал, что вот нужно договариваться с Москвой, тем более, что в 1380 году Дмитрий Донской нанес поражение ордынцам на Куликовом поле. И Ягайло предложил Дмитрию Донскому после Куликового поля союз, и предусматривалось крещение Ягайла и его женитьбу на одной из дочерей Дмитрия Донского. Но, как вы знаете, в 1382 году пришел Тохтамыш, взял Москву, Дмитрий Донской бежал, и после чего Ягайло решил с Москвой союз не заключать, а вместо этого он заключил союз с польскими магнатами в 1385 году и женился на юной польской королеве Едвиге и принял титул короля Владислава II. В 1387 году началось крещение Литвы по католическому обряду. Это не значит, что все литовцы вдруг стали католиками, но процесс пошел. Да, крестили, естественно, только язычников, православный, так сказать, нет. Ягайло был сыном Ольгерда, но у Кейстута тоже был сын Витовт. И отношения между двоюродными братьями были очень напряженными. Мы не знаем точно, но, по-видимому, Кейстут, отец Витовта и брат Ольгерда, был задушен по приказу Ягайла. И его жена Бирута тоже была убита по приказу Ягайла. По крайней мере, Витовт полагал, что это произошло именно так. Между братьями были очень непростые отношения, но они вынуждены были замириться, потому что нависла угроза со стороны Тевтонского ордена, который очень сильно с конца XIV века начал давить на Великое княжество Литовское. В то же время происходили важные события на востоке, в восточном направлении от Великого княжества Литовского. В предыдущей лекции я вам уже рассказывал, что в 1395 году Тимур Тамерлан разбил Тохтамыша, и тот бежал, кстати, в Литву, в результате чего Витовт получил формальную возможность вмешательства и оправдание формальное вмешательства в ордынские дела. В 1395 году Витовт возвращает Смоленск, а затем начинает готовить крестовый поход на Орду, потому что он полагал, что теперь Орда, разгромленная Тимуром, надо еще нанести один удар, и все. И с Ордой будет закончено, и вся Восточная Европа окажется в руках Витовта.
В 1399 году Витовт собрал все силы, даже Тевтонский орден прислал отряд, потому что предполагалось, что это крестовый поход против Орды, и в числе участников похода был знаменитый воевода Дмитрий Боброк-Волынский, командующий засадным полком, который решил исход Куликовской битвы. В августе 1399 года войско Витовта переправилось через Ворсклу, и здесь произошла та же вещь, которая произошла во время битвы при Калке в 1223 году. Ордынцы притворным отступлением заманили войско, тяжелое рыцарское войско, в степь, отступали 3 дня, создавая впечатление у рыцарей, что ну вот они их сейчас догонят. В это время они взяли в клещи рыцарское войско и потом его уничтожили. Витовт едва успел бежать. На Ворскле погибли очень многие князья, в том числе такие герои Куликовской битвы, как Боброк-Волынский, Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский, очень многие Гедеминовичи. После этого, вот именно после этого Витовт начал искать союза с Егайло. В 1401 году он заключил соглашение об унии с Польшей. Оно было скорее символическое, чем реальное, но его результатом стала победа в 1410 году в битве при Грюнвальде, где польско-литовско-смоленско-татарское войско одержало верх над Тевтонским орденом. 20-е годы 15 века – это период наибольших внешнеполитических успехов Великого княжества Литовского. На какое-то время даже Крым оказался под их влиянием. До смерти в 1425 году Василия Дмитриевича, он был зятем Витовта, Московское княжество признавало ведущую роль Вильно, то есть столицы Литвы, в делах всея Руси. То есть в течение четверти века московский князь признавал, что старейший князь вот на этой территории – это Витовт. Государь 6 из 7 нынешних губерний, так называл Витовта Карамзин. Витовт умирает в 1430 году, до сих пор он одна из самых популярных фигур литовской истории, но решить ту задачу, которую он перед собой поставил, объединить русские земли, у него не получилось. То есть объединить русские земли с запада не получилось. Идея создания всеславянского государства была решена правнуком Витовта, великим князем московским Иваном III. После смерти Витовта какое-то время шла борьба за власть. На престоле оказались совершенно разные и малоспособные люди. И в конечном счете в 1440 году литовцы провозгласили своим королем, польско-литовским королем, 11-летнего мальчика Казимира. Ну, 11-летнего, чтобы он не мешал, это так же, как Михаила Романова в 1612 году выбрали, в 13 году выбрали, потому что мал возрастом, невелик умом, и им будет легко манипулировать. Здесь работала та же логика. Царствовал Казимир, правил Казимир 52 года, и вот в его период стал началом упадка Великого княжества Литовского. Прежде всего, этот вот человек, он себя воспринимал не как литовского князя, а как польского короля. И именно в его правлении началось серьезное окатоличивание Литвы. С середины 15 века Великое княжество Литовское окончательно теряет прежний наступательный порыв во внешнеполитических отношениях, и Москва переходит в контрнаступление в конце 15 века. На рубеже 15-16 веков московские князья сами с помощью крымских татар начинают потихоньку ощипывать восточный край Литвы. В 1514 году капитулирует Смоленск и уходит под Москву. Правда, в том же 1514 году литовцы наносят поражение русскому войску при Орше, но общий тренд ослабления Литвы и усиления Москвы это все не меняет. 16-й, первая половина 17 века – это такой вот период постоянного раскачивания качелей. То польско-литовский успех, то русский успех. И, в принципе, после
середины 17 века Польша, Речь Посполитая, как единая система Польши и Литвы, для Руси уже не представляет опасности. Повторю, Великое княжество Литовское – это очень интересный пример альтернативного русского развития и пример, который показывает, что было бы с русскими землями, если бы Иван Грозный не провел ту централизацию, которую он провел. А было бы вот то же самое, что с Литвой и с Польшей. Теперь давайте посмотрим, как… Вот это событийная часть истории. Давайте теперь посмотрим, как была организована и структурировано Великое княжество Литовское. Значит, властитель назывался господарем, и до смерти Витовта власть господаря была очень и очень сильной. Однако в течение 15 века власть господаря слабеет и ограничивается со всех сторон. В 1413 году власть великого князя признается избирательной, а не наследственной. Великого князя с 1413 года начинают избирать. Привилей 1447 года фиксирует невозможность господаря облагать подданных шляхты и по повинностями на общегосударственные нужды. То есть, представляете ситуацию, глава государства не может обложить шляхтичей податями для общегосударственных нужд. Например, война, он не может этого сделать. То есть власть его начинает скукоживаться. Общеземский привилей 1492 года обязал господаря простых людей над шляхту не повышать. То есть он зафиксировал сословное повышение шляхты. То есть вся эволюция Великого княжества Литовского – это постоянное усиление шляхты по отношению к центральной власти. Какие были еще органы власти в Великом княжестве Литовском? Боярский совет. Но это по-русски так звучит. Назывался он на польско-литовский лад «паны рада». То есть это совет, который, по сути дела, ограничивал власть господаря. Очень большую роль играл Великий Вальный Сейм. Сначала сеймы представляли собой расширенные собрания паны рады, но и первое время шляхта выступала только в роли зрителей. Но постепенно шляхта усиливала свои позиции и в конце концов из роли зрителей превратилась в активных участников. В первой половине XVI века сеймы превращаются из случайных съездов неопределенного состава в организованное государственное учреждение. Причем участники сейма, даже самый захудалый шляхтич, имел право вето. Вот все «за», например, какой-то встает там, сказать, несчастный, полуободранный шляхтич, у которого и земли-то нет, и гордо говорит «не дозволям», «не позволяю». И все, и решение блокируется. То есть вот это право шляхты на «не дозволям», оно практически постоянно подрывало централизацию Польши. А если учесть, что шляхты было очень много в Польше, их примерно так же, как князей в Грузии, то общество было практически, ну, сказать, парализовано. Как вы думаете? Ну, навскидку, я понимаю, что оценка может быть только импрессионистской. Вот какой процент общества должна составлять для нормального функционирования этого общества господствующий слой? Именно господствующий, не слои прихлебателей, а именно господствующий слой. Как вы думаете, вот сколько нужно? Значит, от 1,5 до 2,5%. Шляхта составляла 7%. 7%. И они были люди очень-очень гордые, потому что любой шляхтич мог оспорить решение короля. Например, в середине 17 века, когда Богдан Хмельницкий, кстати, тоже шляхтич, поедет искать правду в Польшу, король встанет на его сторону и прикажет вернуть Богдану Хмельницкому владение, которое у него отнял сосед. Но шляхта наплюет на это и скажет, шляхтичи выступили против, сказали «не дозволям», и Богдану Хмельницкому пришлось
по принципу «мой до дыра, а поди-ка ты домой, лицо свое умой», возвращаться и начинать войну, которая закончилась союзом с Россией. То есть вот Сейм — это было такое своеволие шляхты. Сейм был вот великий вальный Сейм, и были сеймы провинциального уровня, они назывались сеймики повитовые и сеймики посеймовые. Значит, областное управление польско-литовским княжеством — это федерация, причем очень-очень такая хилая федерация. Большую роль играли города, и города управлялись магдебургским правом. Что такое магдебургское право? Да, первым получила Вильна в 1387 году. Значит, города, которые получали магдебургское право, освобождались от суда и управления общей администрацией, от исполнения рабочих повинностей, и они лишь вносили общую плату в государственную казну и несли некоторые обязанности. Во главе городского управления стоял выборный человек, войт, и сначала он назначался господарем, а потом он стал выборным. Социальный состав. Верхушка Великого княжества Литовского – около 70 семей княжеских и панских. Князья были в основном в русских землях, паны в польских. Владели землей. И вообще Великое княжество Литовское, особенно после его окатоличивания, демонстрирует очень многие черты западноевропейского феодализма. Раздробление государственной власти между землевладельцами, система частного подданства, отношения вассалитета и, в общем-то, довольно жестокая эксплуатация населения. Сельское население – это тяглые люди. Барщинное великокняжеское хозяйство развивалось главным образом в собственной Литве и прилегавшей к ней Руси. Крестьяне были наследственными владельцами своих участков или сидели, в кавычках, сидели на своих участках в течение длительного времени. Ну и кроме крестьян и челяди были так называемые слуги, это были холопы. В 50-е годы XVI века правительство Сигизмунда Августа провело очень крупную аграрную реформу в собственной Литве и Черной Руси. Реформа имела, в это же время, кстати, реформа похожая проходила на Руси, но только она имела несколько иной характер. Реформа имела целью навести порядок и единообразие в крестьянском землепользовании, но закончилась она, как заканчиваются все реформы в антагонистических обществах, естественно, в пользу сильных и в ущерб слабым. Если мы сравним Великое княжество Литовское с Москвой, то мы здесь увидим совершенно диаметральные векторы развития. В одном случае это усиление центральной власти, это Москва. В другом случае это ослабление центральной власти, распространение католичества и, как результат, провал Литвы в качестве интегратора русских земель, ну и затем ее уния с Польшей и приход, так сказать, фактически интеграция в католическую систему. То есть иногда у нас, особенно во времена перестройки и во времена ельцинщины, у нас говорили, вот какие у нас были замечательные альтернативы этой отвратительной Москве. Новгород и Великое княжество Литовское. Ну, про Новгород я вам уже объяснил, что это общество в начале 15 века уже олигархизировалось и окостенело и практически не имело потенции к развитию. Это было такое общество-импотент. А что касается Великого княжества Литовского, ну да, оно внешне было более демократичным, чем Москва. Но вся эта демократия сводилась к тому, что паны могли эксплуатировать свое население. Центральная власть ничем и не могла им помочь. То есть это вот восторги по поводу вот этих демократических свобод, это примерно те же восторги, которые имеют место быть по поводу Великой хартии вольностей, которую бароны вырвали у Иоанна Безземельного в Англии. Да, бароны получили вольность эксплуатировать свое население так, что центральная власть даже это население защитить не могла. В своих интересах, прежде всего, защитить. То есть Великое княжество Литовское, безусловно, не было никакой альтернативой Москве. Это был вариант государственного распада.
И то, что произошло потом с этой зоной Литвы и Польши, происходило в течение 300-400 лет, это результат того, что взошли те семена, которые были посеяны в 15 веке. У нас засевались другие семена, и давайте посмотрим, как они взошли в 16 веке.